Если у вас есть капуста и 3 яйца, приготовьте эти пышные оладьи. Друзья, это самые лучшие оладьи из капусты, самые пышные, нежные и самые вкусные. А готовятся очень просто из доступных продуктов, которые найдутся в вашем холодильнике или в ближайшем магазине. Обязательно сохраните рецепт, чтобы не потерять, и делитесь с друзьями. И для этого рецепта мне понадобится качан капусты весом около 1 килограмма. Разрезаем капусту пополам, удаляем, вырезаем кочерышку и нарезаем капусту при помощи ножа, можно при помощи шинковки. В любом случае мы с вами ее чуть позже измельчим достаточно мелко и немного проварим, чтобы капуста стала мягкой. Поэтому, в принципе, способ нарезки на ваше усмотрение. Как вам будет удобнее, друзья? Я нарезала капусту и теперь при помощи ножа измельчаю ее еще чуть-чуть помельче, для того, чтобы капустные котлеты, оладушки получились однородными, нежными и хорошо держали форму. Перекладываю капусту в кастрюлю или в глубокую сковородку-сотейник. Капусту для этого рецепта вы можете брать любого сорта. Можно брать нежную пекинскую, а можно готовить с обычной белокочанной капустой зимних сортов, которая достаточно жесткая, потому что мы с вами немного отварим капусту, заливаем ее водой, чтобы вода покрыла капусту буквально на полсантиметра-сантиметр. То есть, чтобы капуста была полностью покрыта водой. И под крышкой варим в течение 10-15 минут на слабом огне, при слабом кипении. А пока готовится капуста, натираем на терке куриное филе. Нам понадобится 2 куриных филе на 1 килограмм капусты. Я не размораживаю куриное филе, когда тороплюсь. Но для того, чтобы рукам было комфортно и не холодно, оденьте перчатки. Я вот, например, попросила перчатку у мужа, он мне с удовольствием одолжил, и я с большой легкостью и просто с удовольствием натерла спокойно, без всяких проблем, 2 замороженных куриных грудки. Так что пользуйтесь этим лайфхаком, этим советом, если вы прибежали с работы и у вас совершенно нет времени размораживать курицу. Посмотрите, вот такая вот горка замороженной курицы получилась. А я посмотрю, что там с нашей капустой. Она кипит, небольшой огонь. Перемешаем и оставим ее на огне. Огонь уже можно выключить, если капуста достаточно мягкая. В миску разбиваю 3 куриных яйца. Друзья, этот рецепт настолько простой, легкий и готовится настолько быстро, что он точно станет вашим любимым, потому что котлетки, оладушки из курицы с капустой получаются невероятно нежными, вкусными, сытными, понравятся всей вашей семье, вкусно и очень полезно. Я добавила к яйцам немного соли, буквально щепотку, а также немного сладкой паприки. Можете добавить сюда же черный молотый перец. И все хорошо перемешиваем. Готово. Пока отставим яичную смесь в сторону и вернемся к нашей капусте. Она уже полностью дошла до готовности. Снимаем с огня и сливаем воду с капусты. Так, готово, друзья. Капуста мягкая, хорошо проварилась, и посмотрите, она уже достаточно мелкая, благодаря тому, что мы ее порубили ножом еще в процессе нарезки. Перекладываю капусту в миску. При желании вы можете ее немного отжать от воды. Просто набираете в руки, в ладони горсть капусты и отжимаете лишнюю влагу. Теперь к капусте добавляю натертую куриную грудку, куриное филе. Если у вас куриное филе уже размороженное, готовое, то вы просто можете нарезать его мелкими кусочками или взять уже готовый фарш из курицы, из индейки или из любого другого мяса. Добавляю к капусте с курицей яйца и все хорошенько перемешиваю до однородности. И
сразу можно поставить разогреваться сковородку с растительным маслом. Будем готовить с вами зажарку. Я мелко нарезаю одну репчатую луковицу. И пока я тут колдую над нашими овощами, давайте поговорим о том, как сделать ужин не только вкусным, но еще и полезным. Во-первых, друзья, не бойтесь экспериментировать с новыми сочетаниями продуктов. Сегодня у нас классика жанра – капуста с курицей, капустные оладьи. А завтра можно приготовить что-то совершенно неожиданное. И, во-вторых, не забывайте про специи. Они не только придают блюду яркий вкус, но и делают его более ароматным. А еще специи – это кладезь полезных витаминов и полезных веществ. Я уже нарезала лук и отправляю его на горячую сковородку с разогретым маслом. Обжариваем лук недолго, буквально 2-3 минутки на среднем огне. Главное, следите за тем, чтобы лук не подгорел. Пока жарится лук, натрем на крупной терке одну среднюю морковку. Морковка – это всегда сочные, яркие краски и, конечно же, море пользы и витаминов. Ну и, конечно, друзья, не бойтесь просить о помощи, привлекать к готовке всю вашу семью. Это отличный способ хорошо провести время вместе и развить у детей кулинарные навыки. И вот, отправляем морковку к луку и обжариваем еще буквально 2 минутки, тоже на среднем огне. Немного перемешиваем, чтобы ничего у нас не подгорело. Также я хочу добавить в зажарку еще больше пользы, поэтому 2 зубчика чеснока измельчаем любым удобным способом. Я люблю измельчать при помощи ножа, но вы, конечно, также можете воспользоваться чесноковыжималкой или теркой. Измельчаем чеснок помельче. Готово. И отправляю чеснок в зажарку, обжариваю буквально еще 1 минутку. Слишком долго тушить чеснок не будем. Жарить. Все перемешаем, осталось только приправить овощи по вкусу. Соль и перец добавляем, а также любые приправы на ваше усмотрение. Можно использовать готовые приправы из пакетика, которые можно купить в ближайшем магазине. Все, наши овощи уже полностью готовы. Снимаем с огня и добавляю зажарку к капусте с курицей. Все еще раз хорошо перемешиваю. Тесто должно получиться однородным. Для этого просто хорошенько все перемешайте каждый раз, когда добавляете новые ингредиенты. Вот такая вот нежная капуста получается. И в это тесто обязательно добавим немного муки. У меня здесь 4 столовых ложки. Еще раз перемешиваем, чтобы мука равномерно распределилась. В процессе будем смотреть. Если немножечко муки не хватает, добавьте еще буквально 1 ложечку. Но у меня ушло ровно 4 столовых ложки муки с небольшой горкой. Так, тесто уже полностью готово. Если нужно, добавьте немного соли или перца по вашему вкусу. Ну что, друзья, наши оладьи из капусты с курицей уже готовы к жарке. Ставим разогреваться сковородку с растительным маслом. И когда масло разогреется, берем тесто, набираем небольшую порцию и отправляем тесто в горячее масло на разогретую сковородку. На 1 порцию у меня уходит 2 столовых ложки теста с горкой. С помощью ложки придаем нашим оладьям желаемую форму, слегка прижимаем тесто. Формируем вот такие аппетитные оладушки, в которых гармонично сочетается сочная курица и нежная капуста. Смажу маслом другую часть сковороды и выкладываю еще 1 оладушку. Прижимаем тесто, вот так его распределяем и придаем форму при помощи ложки или при помощи 2 лопаточек. Вы можете приготовить эти оладьи любой формы. Можете просто приготовить классические круглые оладушки. Здесь уже на ваше усмотрение, как вы больше любите. И, конечно, размер оладушек по вашему желанию. Можно приготовить крупные, а можно такие маленькие мини-оладушки. Жарим оладьи на среднем огне буквально 3-4 минутки. Смотрите, чтобы не подгорели. Быстренько с вами приготовим минутный соус. В миску отправляю 3-4 столовых ложки сметаны или натурального йогурта.
И к сметане добавим любую зелень. У меня сегодня укроп. Вместо укропа можете добавить петрушку, кинзу, базилик, кто что любит, друзья. Мелко-мелко нарезаем зелень. Столько витаминов, обязательно добавляйте зелень. Чем больше разнообразия будет на вашей тарелке, тем больше пользы будет в ваших блюдах. Радуга на тарелке – залог вашего здоровья. Также выдавливаем зубчик чеснока для пользы, вкуса и, конечно, аромата. И приправляем по вкусу солью и черным молотым перцем. Можете добавить еще щепотку сушеных трав, например, итальянских трав. Тоже получится очень вкусно и полезно. Наш соус уже практически готов, и я хочу добавить еще в него свежий огурчик, пока огурчики еще можно купить не слишком дорого. Натираю огурец на мелкой терке. По желанию вы можете очистить огурец от кожицы, тогда соус получится еще более нежным. И натертый огурец отправляем в соус. Так, осталось только все хорошо перемешать, и все уже практически готово, друзья. Вот такая вот вкуснятина получилась. Отставляем в сторону, и все уже практически готово для подачи. А для маленькой изюминки я предлагаю сверху наши оладьи посыпать щепоткой сушеных трав. Я использую итальянские травы, они придадут аромат. Получится очень-очень вкусно. И вот так вот аккуратненько переворачиваем. Посмотрите, какие они румяные, аппетитные получаются. И какая у них великолепная форма. Они пышные, нежные, очень-очень вкусные, друзья. Готовим оладьи с другой стороны, обжариваем еще 3-4 минутки на среднем огне. Можете прикрыть крышкой, чтобы они быстрее дошли до готовности. Вот такая вкуснятина получается. Аккуратненько снимаем готовые оладьи и выкладываем на тарелку. По желанию можете выложить оладьи на бумажное полотенце, хотя они не слишком много впитывают в себя растительного масла и жира. И сразу же обжариваем следующую порцию, пока сковорода еще горячая. Если необходимо, налейте на сковороду, добавьте еще немного растительного масла. Выкладываем тесто, горячее масло, и с помощью ложки или лопаточек придаем оладьям красивую форму. Слегка прижимаем тесто. Так, вот такие вот они у нас симпатичные получаются. И сверху, по желанию, посыпаем щепоткой сушеных трав. Жарим оладьи на среднем огне по 3-4 минутки с каждой стороны. И можно уже приглашать всю семью за стол. Я уверена, что аромат на вашей кухне стоит просто потрясающий. Так что ваши близкие уже не могут дождаться, когда будет готов этот вкусный ужин. Но я вас уверяю, друзья, что на его приготовление у вас уйдет совсем немного времени. Также предлагаю вот такой интересный вариант. Готовые оладьи сверху можно посыпать тертым сыром, совсем немного, и довести до готовности буквально 1 минутку под крышкой, чтобы сыр расплавился. Получается очень вкусно. Только посмотрите, друзья, какая это вкуснятина, уже не терпится попробовать. А пока дожариваются наши оладушки, не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые вкусные видео. И, конечно, делитесь рецептом с друзьями. На моем канале «Готовим дома» всегда вкусные, быстрые, простые и проверенные рецепты, которые понравятся всей вашей семье. Друзья, посмотрите, какие оладьи у нас получились. Это просто невероятное чудо.
Я просто в восторге и от вкуса, и от их внешнего вида. Они прекрасно держат форму, очень-очень нежные и настолько вкусные, что словами не передать. Обязательно вам стоит их попробовать и сохраните рецепт в свою записную книжку, в свою кулинарную тетрадку. Уверена, что вы еще не раз им воспользуетесь. Он точно станет вашим любимым. Смазываем оладьи нашим соусом, который мы с вами быстренько приготовили. Ох, как они вкусно пахнут, невероятно, друзья! Очень-очень вкусные оладушки, рекомендую этот рецепт от души. И посмотрите, какие они нежные, пышные внутри, полностью пропеклись, очень вкусно. Желаю вам приятного аппетита и скоро увидимся!